Мне тут пишут, хватит памятников, давай отдых и развлечения. Нате. Национальные парки – это number one для канадцев. Любая парочка выходных дней, и в них из городов устремляется поток авто. И не зря. Мы направляемся в Банф, один из самых посещаемых национальных парков во всей Северной Америке. Туризм сюда приносит Канаде 6 миллиардов долларов в год. Несмотря на такие деньжищи, о природе тут не забывают, поскольку шоссе Транс-Канада, проходящее через Банф, доставляет парку много проблем и создает опасность для диких животных, в ряде мест для них прямо над дорогой построены специальные переходы. Жителей в Банфе не более 7 тысяч, и все они работают на туристов. Масса магазинчиков, ресторанчиков, музеев, отелей. Самые знаменитые из них – Fairmont Banff Springs, который работает уже 130 лет. Более 700 номеров, минеральные и термические бассейны, поля для гольфа у подножия гор, водопады, подъемники, горнолыжный спорт. Любой, как говорится, каприз за ваши деньги. Холодно, однако. А уж озер вокруг с волшебного цвета водой. Правда, в моем случае увидеть ее, увы, не удалось. Зима и лед, знаете ли. Но зато походил по озеру аки посуху. Под ногами, между прочим, 70 метров бездны. Это ледниковое озеро Луис, бирюзовый цвет воды которого обусловлен водами многочисленных родников, текущих с ледников. А еще мы тут полюбовались на замерзший водопад, который вроде бы и застыл, но подо льдом все равно активно течет. Прямо за мной находится замерзший водопад. Идеально чистая вода, и ее просто не видно. Но если ехать далеко лень, то с не меньшим удовольствием канадцы идут в обычные городские парки. Через весь Калгари течет речка Боу, которая сплошь окружена парками. В первой серии я рассказывал вам о тех обитателях, с которыми тут можно столкнуться. Тут же можно просто позагорать. Вон, кое-кто даже в гамаке умудряется зимой покачаться. Или на коньках порассекать по замерзшей реке. А еще в городских парках можно посидеть на мемориальных скамейках. Желание увековечить память своего предка такие иногда принимает занимательные формы. Вроде обычная скамейка, но с табличкой. На ней короткий текст. Имя, фамилия, годы жизни, чем запомнился человек и кто по нему скорбит. Так работает социальная программа городских властей. По ней за $3500 вам установят скамейку сроком от 5 до 10 лет. Если захотите, после этого срок может быть продлен за дополнительную цену. В городских парках установлено уже более 1000 таких мемориальных скамеек, причем стоят они, как правило, на потрясающих видовых местах. Но если лень вас совсем одолела, а отдохнуть все же хочется, просто езжайте в центр, где поднимитесь на верхний этаж торгового центра Кора. Там можно неплохо порелаксировать в настоящем ботаническом саду. Еще одно популярное времяпрепровождение жителей Канады связано со спортом. Это пабы. Стены завешаны мониторами с различными спортивными трансляциями, чаще хоккейными. После работы народ тут компаниями зависает, сидят часами, не забывая при этом есть и пить. Вы спросите, какой же это спорт? А чем вам бильярд или дартс не спорт? И краем глаза все равно все нет-нет, да и косят на экран. Как там любимая команда? А вот куда еще идут канадцы с большим удовольствием, ни за что не догадаетесь. В библиотеку. Это здание Центральной библиотеки Калгари было открыто уже в 21 веке. Именно поэтому тут сведены воедино все современные библиотечные наработки, которые превращают это здание в центр культуры всего Калгари. На открытии мэр назвал ее новой иконой для города. 6 этажей, 500 000 книг, все полностью автоматизировано. Сюда может зайти любой человек без всяких пропусков, карточек или документов и провести тут хоть весь день. Будь ты хоть бомж, никто не выгонит. Кафешки, кино, компьютерные залы, сцены для музицирования, детские комнаты, комнаты для видеоблогеров и даже зоны для поваляться и вздремнуть. И, конечно же, масса книг, газет, журналов, тематических подборок обо всем.
Кстати, вы в курсе, где теще самое место? Сейчас покажу. Еще один популярный вид отдыха – музей. Вот, например, музей бензиновой аллеи. Одна из крупнейших в мире коллекций старинных автомобилей. Находясь здесь, иногда прямо чувствуешь себя внутри культовой игры «Мафия». И вот представьте, вы такой себе успешный джентльмен столетней давности, прикупили модную двухместную машинку, а жена капризничает и говорит, что без мамы не поедет. Проблема? А вот и нет. Производители авто придумали оригинальный вариант усадить третьего пассажира фактически в багажник. И назвали его Mother and Law Seat – сиденье для тещи. Согласитесь, поездка под дождем или по пыльной дороге, без намека на крышу, для тещи – то еще удовольствие. Да и попробуйте в возрасте забраться сюда по этим ступенькам. Такое себе, знаете, испытание. А поскольку у каждого автопроизводителя была своя теща, эти места, конечно же, вскоре канули в лету. Раз уж заговорили про старину, нельзя не упомянуть об еще одном любимом времяпрепровождении канадцев – походы на барахолку. Тут можно найти что угодно. Зачастую эти вещи еще в заводской упаковке. Или очень даже БУ, но в отличном состоянии. При нас был продан, например, вот этот патефон первой половины 20 века с пластинками. Целый развал кассет, ДВД-дисков, постеров, журналов, книг, сувениров, бытовых вещей. Без покупок отсюда мало кто уходит. Многие канадцы начинают свои выходные именно походами сюда на пару часов. Уезжал я из Канады со смешанными чувствами. Да, эта страна тяжела для проживания, но в то же время возвращаются отсюда не так уж и много переселенцев. Суровость природы компенсируется ее же красотой. И еще один плюс. Тут нет чувства иммигранта. Тут все понаехавшие, раньше или позже. И глядя в иллюминатор, испытываешь щемящее чувство, что что-то из твоей жизни безвозвратно уходит, но не совсем понятно, что именно. Goodbye, America.